Я сначала поехал в госпиталь, там сказали, моих нет там. Потом поехал в больницу. Ну, там один сказал, что жена в морге уже, а дети лежат в палатке. Вечер 4 сентября 1999 года Яхья Медеев до сих пор не может вспоминать спокойно. Под завалами разрушенного дома в Буйнакске у него погибла жена. Квартиру от взрыва буквально разорвало пополам. Сыновьям с дочерью повезло, они оказались в той части дома, которая уцелела. Мы разгружали на складе имущество. Был только сильный взрыв. Мы думали, где-то, может, войсковой части что-то взорвали. Но одного, Зайнутдина, тоже прапорщиком отправили, иди посмотри, говорит, что случилось. И он поехал. Он говорит, Яхья, говорит, да быстро одевайся, ваш дом взорвали. Я бегом пришел сюда, уже подойти поближе невозможно было подъехать. Машина осталась, он побежал туда. Было темно, пыль. Яхья, как и многие его соседи-мужчины, остался жив. Когда произошла трагедия, большинство из них были на службе. Взорванный дом на улице Ливаневского, 3 относился к 136-й мотострелковой бригаде. Сейчас в городе из бывших жильцов дома остались единицы. Гасан Даниев – один из немногих, кто живет рядом с местом взрыва. Он помнит грузовик, который разнес здание. С этого ГАЗ-52 приезжие продавцы торговали арбузами во дворе несколько дней. Никто не подозревал, что в кузове больше 2,5 тонн взрывчатки. Они поставили машину сзади дома, почти на середине. И от взрыва огромная яма. И дом был на середине вырван из земли и сложен по плитам. Семья Гасана чудом не пострадала. За 20 минут до трагедии жена с детьми вышла из дома. До приезда спасателей Гасан с соседями вытаскивал тех, кто оказался под завалами. Мою соседку, у них вся семья погибла, одна девочка осталась. У нее ноги были придавлены на плиту. Мы, чтобы не повредить ее, руками эту плиту приподняли, ее вытащили оттуда. Теракт в Буйнакске унес жизни 64 человек, в том числе 23 детей. Еще 146 человек были ранены. Следствие обвинило во взрыве Исламский институт «Кавказ». Это же незаконное вооруженное формирование, по официальной версии, устроило теракты в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года. Виновными во взрывах признаны 8 человек. Только 2 из них приговорены к пожизненному заключению. Еще 2 отпущены по амнистии. Может быть, и справедливо к ним отношение, вот то, что им там, одному пожизненно, другому там 15-20 лет. Но людей, ушедших, этим не возвратишь. Некоторые российские и международные эксперты заявляли о возможной причастности к взрывам домов российских спецслужб. Жители Буйнакска в эту версию не верят. Я не могу этому поверить, как это спецслужбы причастны этому, не знаю. Я не верю этому, конечно. Ну, конечно, если бы кто бы это не организовал, наши это местные были люди с Приреченска. Но местные такой дом взорвать у них не было ни средств, ни возможностей. Значит, кто-то был организатор такой крупный. Сейчас о теракте 20-летней давности в Буйнакске напоминает лишь памятник жертвам трагедии. Прямо за ним построена мечеть. Накануне траурной даты многие бывшие жильцы дома приезжают в город, чтобы возложить цветы и вспомнить погибших родных и соседей. Мария Миханошина, Александра Филиппова для «Настоящего времени».